Добро пожаловать на канал Белого дома. Сегодня у меня на обзоре продукт признанного мирового лидера в производстве видео и телетехники японского концерна Sony. Аппаратуру с шильдиком Sony во все времена было престижно иметь в пользовании дома. Данная модель KD49XE7077 выпущена на рынок в прошлом 2017 году, и я предлагаю познакомиться с ней в этом видео. Это крайняя модель в линейке XE, которая работает под управлением операционной системы Linux. Старшие 8 и 9 серии уже на полноценном, если так можно отнести к телевизорам, Android. Система Linux простая, доступная любому пользователю. В ней легко разберетесь за несколько минут. Габариты телевизора 110 на 64 и 7 см в нижней части, где размещена вся его электронная начинка. Тонкий экран облачен в пластиковую рамку толщиной 15 мм, которая окрашена в серебристый цвет под алюминий. На ней под экраном нанесено имя бренда, а под рамкой белой узкой полоской горит светодиод дежурного режима. Задняя стенка из черного и очень тонкого пластика. Внешний вид красивый, лаконичный, как в моем LG, но за черную заднюю стенку ставлю плюсик. Телевизор оснащен IPS-экраном с диагональю 49 дюймов, разрешением 4К и расширенным цветовым диапазоном HDR. Углы обзора очень широкие. Ультра HD матрица естественно отображает цвета, имеет запас яркости и оснащена боковой светодиодной подсветкой, благодаря которой телевизор в верхней части достаточно тонкий. В нижней части телевизора размещена вся электроника и динамики. Для вентиляции сверху имеются отверстия, сверху также пластиковая заглушка в картслоте дешифратора. Данный аппарат комплектуется внешним источником питания с напряжением 19,5 вольт и током нагрузки 6,2 ампера, но такой же, как у ноутбуков. Соответственно, на задней стенке телевизора имеется разъем питания. Использование внешнего источника при таких габаритах самого аппарата мне непонятны. И это отнесу его к первому минусу. Телевизор комплектуется полной, а также быстрыми инструкциями, пультом управления и двумя батарейками к нему типа 3А. Для установки аппарата на поверхности есть поставка в виде изогнутой рамки, дизайн которой не меняется уже несколько лет. В ее полости в задней части можно упрятать все кабели. Телевизор можно также повесить на стену. Для этого нужно использовать кронштейн веса 20 на 20 см, и учитывайте, что аппарат весит почти 11,5 кг. В отличие от пульта, представленного на официальном сайте с этим телевизором, у меня был вложен пульт RM-ED062, в верхней части которого разместились кнопки выбора источника контента, кнопки Sync меню, переключение из дежурного режима в рабочий и обратно, переключение между цифровыми и аналоговыми телеканалами, кнопка выбора звуковой дорожки и регулировки растра. Далее идут кнопки прямого выбора номера канала, цветные кнопки, кнопки перемещения по экрану, кнопка телегид, вызова настроек и возврата, кнопка Home, регулировки громкости и переключение каналов по кольцу, кнопка переключения между двумя последними каналами, а в нижней части пульта блок кнопок управления встроенным медиаплеером. Для питания пульта используются две батарейки типа 3А. Внешний интерфейс скромный, но достаточный. В выемке на задней стенке телевизора, если стоять лицом к нему, слева скрыты единственный аналоговый композитный видео RCA вход и два звуковых входа левого и правого каналов, также с RCA разъемами. Здесь же цифровой оптический выход звука и разъем для подключения к сети LAN. В другом углублении корпуса имеется 3,5 мм совмещенный выход на наушники, сабвуфер, линейный аудиосигнал, а также первый HDMI порт. На торце с левой стороны размещены еще два HDMI порта и три порта USB 2.0 с поддерживаемым максимальным током в нагрузке 500 мА каждый. Для записи телевизионных программ, да, с этим телевизором такое возможно, рекомендуется использовать USB-порт номер 3. В этой модели нет ни одного USB 3.0 в 2017 году.
Здесь же ниже установлены гнезда для телевизионной и спутниковой антенн. Телевизор оснащен тюнерами для приема эфирных и кабельных, аналоговых, цифровых и спутниковых телеканалов ДВБ-ТТ2, ДВБ-С, ДВБ-СС2. Для дешифрования платных кабельных каналов на верхней грани есть соответствующий карт-слот. Отдельно отмечу, что, как заявлено в технических параметрах на официальном сайте Sony, HDMI-порты имеют поддержку протокола защиты от пиратского 4K контента HDCP версии 2.2, из-за чего вы можете столкнуться с невозможностью просмотра именно 4K видео со старых медиаустройств, которые не поддерживают данный протокол защиты. И еще в телевизоре есть поддержка HDMI CEC через синк-меню, которое вызывается одноименной кнопкой пульта. Это позволяет управлять одним пультом несколькими устройствами, подключенными к телевизору. С правой стороны на задней стенке для управления телевизором имеется 3 кнопки. Средняя кнопка включения, совмещенная с выбором программ громкости интерфейса, и 2 кнопки плюс-минус по краям для переключения программ, регулировки громкости звука и выбора источника внешнего подключения. Таким образом, основными функциями телевизора можно воспользоваться и в отсутствие пульта управления. Меню телевизора поддерживается на большом числе европейских и азиатских языков. Для этого в настройках есть их выбор. Сканирование телевизионных каналов возможно в автоматическом и ручном режимах, их редактирование и запоминание. На момент съемки телевизор работает под управлением версии ПО, указанной на экране. Обновление программного обеспечения доступно как по сети, так и с USB-носителя. В настройках изображения предлагаются 3 пресета – яркий, стандартный и индивидуальный. Последний можно изменять на свое усмотрение путем регулировки параметров матрицы и подсветки. За плавность в динамических сценах отвечает функция Motion Fluff XR, которая увеличит частоту развертки с 50 Гц до 200. В настройках есть ее предустановки – плавно, стандартно, индивидуально. И возможно ее выключить. Я попробовал и не заметил никакого улучшения. В плюс также отмечу шустрый встроенный процессор управления. Никаких лагов, все очень четко и быстро. Мне понравилась красочность, естественность и четкость изображения. Я не знаю матрицы какого бренда используется в данном экземпляре, но она хороша. Правда, глубокого черного цвета вы здесь не увидите. И также светодиодная подсветка дополнительно не окрашивает изображение в холодные или теплые цвета, но картинка good, и это плюс. Этот современный телевизор позволяет просматривать кино и телепередачи онлайн по проводной сети или через встроенный Wi-Fi модуль, который, отмечу в плюс, поддерживает хорошую скорость обмена данными. В Smart Hub пользователю предлагают воспользоваться несколькими популярными кинотеатрами, YouTube и браузером Opera. Здесь нет фирменного магазина, из которого можно установить другие приложения. Они уже предустановлены в аппарат, и их настолько мало, что все не вмещаются на одной странице. Вот это все. Снизу есть 4 цветных пиктограммы для сортировки приложений. И это второй жирный минус аппарату. Короче, это точно не Smart TV. Функция Miracast в этом телевизоре обзывается дублирование экрана. И мне не удалось связать с телевизором мой Samsung Galaxy Note 2. Однако функция фото Sharing Plus все же позволяла транслировать фото и музыку со смартфона на экран телевизора при прямом беспроводном подключении через Wi-Fi. Телевизор предложит точку подключения и пароль для доступа к ней. Правда, эта функция мудрено реализована через специальную веб-страницу. В результате можно добавлять файлы изображения, музыку и транслировать их на экран телевизора. Здесь нет голосового набора и управления аэрокурсором, поэтому текст в поисковой строке набирается поступательно, долго, набором кнопок пульта со стрелками. Страницы в браузере перелистываются кнопками выбора программ. Телевизор оснащен встроенным FM-радио. Правда, в качестве антенны используется телевизионная, но если телевизор подключен к кабельному телевидению, кабель которого проложен по земле, то прием радиостанции практически невозможен. Мне удалось настроить лишь одну станцию с сильными шумами.
Абсолютно бестолковая функция для многоквартирных домов из железобетона. Одна из функций телевизора – это фоторамка с диагональю 123 см. Можно просматривать сохраненные на внешнем носителе изображения в сопровождении встроенных стандартных мелодий или с внешнего источника контента, или установить часы и календарь. Так себе фишка, вряд ли вы будете ею пользоваться. Как я уже упоминал выше, в телевизоре есть функция записи телевизионных передач на носитель, подключенный к USB-порту номер 3. Телевизор его зарегистрирует и программно по вашему запросу запишет в нужное время нужную телевизионную передачу. Поддерживаются носители с файловыми системами FAT16, 32 и NTFS. Для работы таймера потребуется в настройках установить точную дату и время. Для воспроизведения звука на нижней грани данного аппарата установлены два широкополосных динамика мощностью по 10 Вт каждый. Честно скажу, звук меня не порадовал. Завален в нижнем и верхнем частотном диапазоне. Динамики выделяют средние частоты. Это громкий для обычной квартиры телевизор, но в спортзале он потеряется. В настройках звука имеется поддержка многоканального звука, Dolby Digital Plus, DTS, возможна регулировка объема звучания и настройка эквалайзера. Для звука в меню предлагается 4 предустановки. Стандартный, музыка, кинотеатр, спорт. Яркого различия в звучании каждого пресета я не уловил. Все звучит ровно, плоско. Отсутствие встроенного сабвуфера – это минус звуковой части аппарата. Для вывода звукового сопровождения на внешнее устройство воспроизведения можно использовать аналоговый выход на наушники, 2 RCA разъема, оптический кабель или HDMI разъем номер 3 с поддержкой реверсивного звукового канала. Bluetooth модулем этот телевизор не оснащен. Встроенный в телевизор плеер поддерживает распространенные видео и аудиокодеки, которые вы видите на экране. Для его управления на пульте имеются соответствующие кнопки. Телевизор оснащен встроенной электронной версией инструкции, которая поможет пользователю легко освоить немногочисленные функции аппарата. И по итогу это аппарат с мощным процессором, шикарным 4К экраном и быстрым модулем передачи данных. В то же время из-за отсутствия приложений его смарт-функционал не реализован. В принципе, тут как таковой маркет отсутствует. К недостаткам отношу усложненный процесс беспроводной передачи данных со смартфона, отсутствие мультиэкрана и голосового поиска. Из-за отсутствия USB версии 3.0 его интерфейс можно считать неполным. На рынке Беларуси эта модель предлагается по цене около $800. Скромная цена для 4К телевизора. Однако и смарт-функционал этого аппарата также скромен. Скорее это качественный 4К монитор со встроенными тюнерами для приема телевизионных передач. И он идеально пойдет для вашей игровой приставки, нежели это смарт-телевизор, поэтому цена его соответствующая. На этом благодарю вас за просмотр и подписку на канал. Всем удачи и пока!